Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать, как всегда, новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, и для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Надеюсь, видео вам понравится, вы ставите свои лайки, напишите комментарий. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять, и нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. А своим постоянным зрителям из разных стран, разных континентов, мастера, мастерицы, большие-большие дизайнеры из разных городов. Спасибо вам огромное за ваши комментарии, за ваши пожелания, за ваши отзывы. Это очень-очень приятно. И я к вам сегодня с ниточками, с которыми мы уже работали не один раз, да. Узорчик будет новенький, совсем не сложный, очень простой, в копилочку ваших узорчиков. А новички, кто еще не видел эти ниточки, кто с ними еще не работал, да, смотрите. Называются они Нака Мохер Деликат. Я показываю данную пряжу, да, вы можете делать образец на любой пряже. Все узорчики универсальные. Берите свою пряжу, какая у вас есть, да. Итак, смотрите. Данный моточек содержит 5% мохера, 10% шерсти и 85% премиального акрила. Дальше идем. Если вам понравился цвет, да, пряжа номер получается, смотрите, 1036, 1036. Здесь нам советуют брать крючок производителя номер 4. Вы смотрите свою упаковочку, смотрите точно так же, что здесь написано. Здесь пишут номер 4. Но смотрите, у меня такая плотность вязания, что я данную пряжу вязала крючком номер 3. Вот моя рабочая лошадка. И меня, в принципе, все устраивает. Поэтому смотрите на свою плотность, смотрите, какой вам рекомендует производитель крючок номер, и таким же непосредственно будете вязать. Угу. Итак, еще какой момент. В 100 граммах здесь находится 500 метров, то есть говорит о толщине ниточки. Вот такая вот ниточка. Ниточка сама по себе, видите, какая пушистая. Много таких вот ворсиночек. И новички, не берите сильно тоненький крючок, потому что ворсинки будут цепляться, и вам будет неудобно вязать. Берите крючок средней толщины, во-первых. И во-вторых, когда будете вязать, обязательно просчитывайте заранее, сколько петелек, сколько столбиков. Потому что если ошибетесь, надо будет распустить, а распустить будет сложно. Вот. А так, в принципе, ниточка неплохая. Ну что, свяжем? Давайте. Так, вот наша ниточка. Так. Итак, сегодня по узорчику получается, раппорт узорчика будет равняться 10 петелькам. В силу того, что ниточка тоненькая, крючочек тоже тоненький, давайте наберем 4 раппорта и дополнительно одну петельку для того, чтобы узорчик хорошо закончился. Итого, получается, я буду набирать 41 воздушную петельку, а вы набирайте, сколько вам необходимо, сколько вам удобно. Итак, все как всегда. Для начала мы делаем петельку фиксации, и при наборе петелек мы эту петельку не считаем. А теперь 41 воздушная петелька. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41. Вот наш будущий образец. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка пятую петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. 2, 2. Точно так же в следующую петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. 2, 2. Это называется столбики с накидом. И наша с вами задача провязать весь ряд, полностью весь ряд, столбиками с накидом. Нам этот ряд поможет в дальнейшем, потому что надо будет пропускать большое количество воздушных петелек, а у нас на канале много новичков, и чтобы они просто не запутались, не отбили все желание. Поэтому аккуратно, монотонно. Первый ряд всегда вяжется медленно, вне зависимости от опыта мастерицы. Поэтому не торопитесь. Самое главное считайте. Вот если я набрала 41 воздушную петельку, должно получиться 41 столбик с накидом. Понятно? И вот эти вот первые 3 петельки подъема, которые я вязала, это имитация столбика с накидом. Мы его тоже считаем как столбик, получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков я уже провязала. Вот таким вот образом провяжу до конца ряда. Вы тоже провязывайте. И в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Несложно. У вас получится. Так. Вот наш первый ряд готов. Ровненько, аккуратненько. Дальше что мы делаем? 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И во второй столбик, получается, провязываем столбик с накидом. Вот такие вот у нас 2 столбика будут в начале каждого ряда и в конце каждого ряда. Назовем их кромочные. Идем дальше.
Накид. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4 столбик ныряем. Вытягиваем ниточку, не провязываем. Раз. Накид. 2. Накид. 3. Вытягиваемся, держим на крючке. И здесь вы можете делать 3 накида, 3 петельки, 4, 5, 7, сколько вам угодно. То есть это будет пышный столбик. Я сделаю, получается, 4 и 5, чтобы уж был такой пышный. Затем я все провязываю вместе, но не до конца, оставляю 2 петельки на крючке. Теперь вместе провязала 2 петельки. Есть. Вот он, пышный столбик. Чем больше петелек и накидов, тем пышнее получается пышный столбик, но тем больше пряжи он кушает. Понятно? То есть смотрите для себя, как вам будет удобнее. Далее получается 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Возвращаемся сюда же, в этот же столбик, верхушку этого столбика, и провязываем еще один пышный столбик. Накид раз, накид 2, накид 3, 4, 5. Провязали все вместе, но не до конца. 2 петельки на крючке оставили, теперь 2 петельки провязали. И точно так же 3 воздушные петельки. Раз, два, три. А теперь точно так же делаем третий пышный столбик сюда же. Накид. Раз, накид. 2, накид. 3, 4, 5. Все вместе провязали. Остались 2 петельки на крючке. И теперь 2 петельки вместе провязали. Вот такой вот получился как бы веерочек, назовем его тогда, состоящий из 3 пышных столбиков. Далее что делаем? Накид. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4 столбик провязываем обычный столбик с накидом. Есть. А далее, внимание, следующий столбик будем провязывать рельефным. Накид. Вот он, наш следующий столбик. Мы его захватываем сзади наперед. Будет рельефный лицевой столбик с накидом. Получается столбик перед крючком. Вытянули ниточку и провязываем, смотрите как. 1 петелька, 2, 2. У нас столбик как бы немножко опустился вниз. Для того, чтобы сохранить высоту столбика, мы его немножко удлинили. Поняли, да? И следующий столбик, третий, будет у нас просто обычным. Вот таким вот образом. Обычный, рельефный, обычный. Далее. Продолжаем точно так же. Накид. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в 4 столбик провязываем точно такой же пышный столбик. Накид раз, накид 2, накид 3, накид 4. Повторюсь, вы можете делать больше. Накид 5, либо меньше. Накидов и столбиков, петелек. Провязали вместе все петельки. 2 петельки на крючке. Теперь их провязали. 3 воздушные петельки. Точно так же 2 столбик. Накид раз, накид 2, накид 3, накид 4, накид 5. Провязали, зафиксировали. 3 воздушные петельки. И еще раз третий такой же пышный столбик. Раз, два, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. Пропустили 3 столбика. Раз, два, три. 4 столбик. Обычный столбик с накидом. Следующий получается столбик. Рельефный лицевой столбик с накидом. 1 петелька, 2, 2. И следующий столбик. Обычный столбик с накидом. Поняли, да? То есть идет как бы чередование. Столбики, веерочки, столбики, веерочки, столбики, веерочки, столбики, веерочки до той длины образца, который вы связали. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наша какая первоначальная красота. Видите, мы начинали с 2 столбиков и закончили 2 столбиками. Назовем их кромочные, да? Идем дальше. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И 2 столбик провязываем столбиком с накидом. Здесь несложно. Далее, смотрите, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Присоединяемся, получается, к центральному пышному столбику. Вот, присоединились и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. И вот у нас идут 3 столбика. Обычный столбик, рельефный, обычный. Провязываем вначале над обычным столбиком с накидом, обычный столбик с накидом. А вот рельефный, будьте внимательны. Видите, он получается, мы провязывали с той стороны, он был лицевым. Мы здесь его видим как изнаночный. Значит, мы провязываем дальше изнаночный. Сохраняем рельефность. Вот таким образом захватываем столбик. Столбик у нас за крючком. Вытягиваем ниточку. И точно так же будем провязывать вначале 1 петельку, 2, 2. То есть мы немножко удлиняем столбик. И 3 столбик точно так же. Обычный столбик с накидом. Понятно? Все, несложно.
Повторимся. Давайте 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. К центральному, получается, пышному столбику присоединяемся. Беремся за верхушку и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Вот наши 3 столбика. Обычный, рельефный, обычный. Также их и провязываем. Обычный. Дальше рельефный. Получается, мы сохраняем рельефность, провязываем его изнаночным. И обычный столбик с накидом. Все, вот такой вот второй ряд. Не сложный, не сложный. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, вот, смотрите, наш второй ряд. Ничего сложного. Далее, смотрите, делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И провязываем наши кромочные столбики. Да, то есть в начале и в конце ряда у нас по 2 столбика. А теперь смотрите, наша с вами задача повторить первый ряд. То есть мы будем брать за основу вот этот столбик без накида. То есть точно так же накид. Делаем первый пышный столбик. 1, 2, 3. Секундочку. 4, 5. Провязали, зафиксировали. 3 воздушные петельки. И опять сюда же. 1, 2, 3. 4, 5. Провязали, зафиксировали. 3 воздушные петельки. И последний раз. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. И самое главное, не забывайте здесь, что дальше у вас будут 3 столбика. Да? Вы помните, что первый и третий обычные столбики, а центральный рельефный. Не запутайтесь, вы четко увидите, видите, как он выпирает. Это рельефный лицевой. Итак, первый столбик провязываем обычным столбиком. Второй столбик рельефный лицевой. Напоминаю, захватываем так, что у нас столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем 1 петелька, 2, 2. И третий столбик обычный. Все, ничего сложного. Понятно? То есть вы повторяете точь-в-точь самый первый ряд. Давайте до конца ряда еще раз самостоятельно. Я вас еще раз здесь встречу. Угу. Давайте, у вас получится. Так, вот смотрите, еще получается ряд с нашими вот такими красивыми веерочками. И давайте еще раз повторим. Получается 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Следующий столбик у нас будет обычный столбик с накидом. Опять вспоминаем, как мы провязывали сами второй ряд. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Присоединяемся вот к центральному, получается, пышному столбику, столбик без накида. Опять 3 воздушные петельки. И помним, да, чтобы сохранить рельефность, первый и последний столбик у нас обычные. Обычный столбик с накидом. А здесь, получается, центральный столбик будет изнаночным. Рельефным изнаночным столбиком с накидом. Получается, столбик у нас находится за крючком. Вытягиваем ниточку. Не забываем, что провязываем вначале 1 петельку, потом 2, 2. Удлиняем наш столбик. И третий, получается, столбик обычный. Все. А дальше повторение. Опять 3 воздушные петельки. К центральному столбику присоединяйте столбиком без накида. То есть получается, сам по себе узорчик у вас, сам по себе узорчик состоит из 2 рядов. Поняли, да? То есть первый ряд у вас веерочки. Второй ряд, получается, у вас просто обычные воздушные петельки. Опять веерочки, петельки, веерочки, петельки. Все. Вот он и есть раппорт нашего узорчика. Давайте вырастим наш образец на несколько рядочков, чтобы посмотреть всю прелесть, да, узорчика. Посмотрим, как он выглядит на изнаночке, как он выглядит на лицевой стороне. Встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Гляньте, красота, красота. Получается узорчик у нас, ну, я считаю, что односторонний. С этой стороны, видите, как столбики выглядят. А с этой стороны, получается, центральные столбики, они такие вот рельефные. Ну, пусть небольшая, так скажем, но изюминка, да? Вот такая вот красота. Он и ажурный, да, и объемный в то же время. И есть пышные столбики, и есть воздушные петельки. Вот. Конечно, за счет воздушных петелек, видите, он будет очень хорошо тянуться. Кофточка, палантинчик, кардиганчик, шарфик, снуд. Красота, красота. Летние ниточки, да, получается, это будет что? Ну, топики различные, маечки. Возможно, это будет как один из элементов различных узорчиков. Бывает, что девчата пишут, что они несколько узорчиков соединяют между собой. И юбочки или топики, или делают кардиганчики и так далее. Опять же, например, вы связали кардиганчик. Может быть, карманчик у вас ажурный.
Да? Дизайнерский, так скажем, подход. Давайте замерим. Набирала я 41 воздушную петельку. Если это же пряжа, этот же крючок, это же плотность вязания, допустим, да, то это получается у нас 19 сантиметров. Четко 19. А тут получается, смотрите, каждый веерочек, да, это 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10. Первый ряд 11 и последний 12. Видите, еще как очень четко закончился ряд. Получается ровненький, да? То есть если вы заканчиваете на веерочке, ряд у вас может быть волнистым. Смотря какое изделие будете делать, вы можете оставить волнистый ряд. Либо можете сделать ровный ряд и потом можете просто провязать столбиками. То есть там, где 3 воздушные петельки, у меня 3 столбика. Тут получается центральный столбик, да, 1 столбик. Опять 3 воздушные петельки, значит 3 столбика. Тут вот эти вот столбик, рельефный столбик, обычный столбик. Тоже обычные 3 столбика. То есть ничего сложного вообще. Красота. Давайте замерим наши 12 рядочков. Это получается 13 сантиметров. Вот. За счет пышных столбиков рядочки немножко подросли. Вот такая вот красота неземная. Возможно, кто-то из вас уже вязал данным узорчиком. Рассказывайте, что вязали, с каких ниточек, очень будет интересно. Предлагайте идеи, возможно, что-то интересненькое в голову придет, да. Пряжа может быть, конечно, любая, да, не обязательно такая же, какая у меня. Так что вот такая красота. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, так. Ставьте колокольчик, нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда на канале появляются новинки. Делитесь с друзьями, с подружками, сохраняйте себе в плейлисты. Всем ровных петелек. Увидимся в новых видео. Пока-пока.